Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости, какие события произошли и какие движения предполагаются сегодня на вечер по ключевым активам S&P, золото, серебро, рубль, доллар, нефть, евро. Так, к сожалению, по Германии индекс делового климата IFO вышел меньше прогноза, аж на целый процент. И меньше прогноза, и меньше предыдущего значения. Но здесь, по-видимому, весьма вероятно сказывается то, что сокращение производства автомобилей и немецких, и японских из-за нехватки чипов. Сейчас есть планы по сворачиванию производства. И, соответственно, для Германии это, конечно, крайне неприятная новость, потому что во многом она завязана на производстве автомобилей, либо того, что связано с автомобилями. Так, друзья, ну и далее сегодня статистика по базовым товарам в Соединенных Штатах вышла очень позитивная. То, что касается запасов сырой нефти, сократились они более чем предполагалось. Фон достаточно позитивный со стороны макроэкономики. И, соответственно, здесь есть все основания для того, чтобы нефть задержалась на достигнутых значениях, либо даже, может быть, потестила и попробовала закрепиться на 72. Так, складывается душещипательная история с Северным потоком-2. Решили европейцы пойти, на самом деле, я даже не знаю, как здесь более правильно сказать. Наверное, более правильно сказать по пути законности. Там же есть определенные предписания и требования в части недопущения монопольного положения какой-либо из структуры. И, соответственно, они хотят обязать, чтобы наполовину Северный поток-2 был заполнен газом независимого поставщика от Газпрома. Но, понятное дело, с учетом местоположения Северного потока-2 это условие, скорее всего, невыполнимо. И поэтому, по крайней мере, первое время, наверное, газопровод будет заполнен только наполовину, потому что закон есть закон. Но здесь надо четко понимать, что по сути весь этот проект строительства, по сути это сделать Германию газовым хабом. Поэтому весьма вероятно, что какую-то лазейку, какое-то изобретение будет сделано, потому что по сути здесь именно в этом проекте в наибольшей степени заинтересована сама Германия для того, чтобы стать полностью независимой от энергоресурсов, по крайней мере зависимо, чтобы там было равновесие. С одной стороны американцы с СПГ, которые постоянно пытаются предложить продать свой СПГ, который то есть, то нет. С другой стороны российская компания создать, так сказать, идеальную конкуренцию между русскими и американцами и получить наиболее выгодные для себя условия. Собственно говоря, бюргеры, они молодцы в этом плане, они очень практичны, не заморачиваются никакими там установками политическими, они просто денежку куют и с той стороны, и с этой стороны. И на самом деле это пример здравого подхода, когда нужно просто извлекать прибыль, а не политизировать все вопросы. Так, друзья, давайте перейдем к динамике по ковиду. Что тут происходит? Третья волна вроде бы идет на спад. В рамках мирового масштаба. В Америке, конечно, пока еще она на спад особо не пошла, и в Иране тоже, но по другим регионам, Великобритания, Франция, в России есть надежда, уже меньше 20 тысяч в день. И поэтому здесь ситуация в целом в рамках мирового масштаба, она указывает на то, что должна быть просадка. Но здесь на самом деле палка о двух концах, потому что если эта просадка очень активно начнет себя проявлять до выступления Пауэлла, то могут сказать что-то несколько резкое в части сокращения стимулирующих мер. Конечно, я думаю, что никакого сокращения, кроме как адского разгула инфляции, не будет. Пока рынок труда восстанавливается, все будут держать как есть. Здесь проблема может возникнуть, я думаю, только со стороны инфляции. Внезапный выход из-под контроля инфляции может вынудить ФРС что-то предпринять, очень существенное. Так, сегодня по Киеве там небольшой инцидент произошел, бумаги начали падать, потому что ввели нового независимого оператора по обслуживанию расчетов
в азартных играх, в ставках там, ну не азартные игры, как это, по-моему, букмекерские конторы называются. Вот, ну, смотрите, на самом деле, когда вот начались вопросы Киви, по-моему, это 2020 год, если не ошибаюсь, был конец, я делал на этот счет выпуск. То есть, с моей точки зрения, Киви, конечно, компания интересная, услуги она предоставляет удобные, но так сложилось, что она оказалась на острие. Потому что, с одной стороны, деанонимизация, требования со стороны ЦБ и властных структур. С другой стороны, соответственно, получается, высокотехнологичные крупные компании, банки, они, соответственно, не заинтересованы в том, чтобы такой игрок ну, вообще, в принципе, существовал. Они хотят сами здесь решать вопросы и создавать правила и стричь эту поляну. И поэтому вот такая ситуация с Киви, к сожалению, она получается. Да, может быть сейчас отскок, но в целом, скорее всего, будет негативное воздействие на котировки этой компании. Ну, здесь просто как бы сам тренд движения, он идет вразрез с концепцией бизнеса этой компании, поэтому, к сожалению, компания хорошая, высокотехнологичная, и люди там, которые во главе стоят, они очень болеют в хорошем смысле этим делом, но тем не менее, к сожалению, вот ее, наверное, будут поддавливать. Так, ну вот немножко по российской новостной повестке. Россияне стали меньше покупать телевизоров, смартфонов и колонок. Ну, смотрите, то, что телевизоров стали покупать, это позитивно, потому что телевизор это все-таки, я считаю, рудимент. Он заставляет человека смотреть то, что человек сам не выбирает, он там автоматически капает, идет. В этом плане интернет это совершенно другой уровень развития. По поводу снижения продаж смартфонов, ну здесь с одной стороны, наверное, есть определенные нюансы с покупательским спросом, и с другой стороны, ну скажем так, последние несколько лет 5, была дикая гонка по смартфонам. То есть надо было каждый год, а лучше каждые полгода, а лучше каждые 3 месяца покупать последнюю модель смартфона, чтобы выглядеть в тренде. Соответственно, это волей-неволей привело к кризису перепроизводства. Ну, по сути, то есть там нету таких существенных отличий, чтобы часто этот товар, этот предмет менять. То есть, ну, будет там, допустим, не 3 камеры основных, а 6 камер. Ну, что это самое, вы даже не различите особо разницы в качестве съемки. То есть, да, там, если какую-то профессиональную съемку вести, то, наверное, разница будет ощутима, а так, в целом, уже как бы подошли к определенному платонасыщению, когда те свойства, которые создаются, меняются, они уже особо не нужны в таком улучшении. И, соответственно, я думаю, здесь, в общем-то, вот насчет колонок ничего не могу сказать, я немножко не в теме, но телевизоров стали покупать меньше, потому что это уходящее, смартфонов стали покупать меньше, потому что, наверное, возникло пресыщение, я так полагаю, но насчет колонок ничего не скажу. Так, друзья, ну вот снова благоволят компании Robinhood, ее уже считают, пророчат ей великое будущее, что она будет расти, шириться, расширяться. Ну, здесь как бы не поймешь, что говорят, что она сейчас основной доход за счет криптовалюты вроде как получает, и поэтому она очень рискована. То сейчас все-таки признали, что действительно это новый виток, ориентированный на поколение Z, и поэтому у нее колоссальное будущее, возможности для роста, расширения и так далее и тому подобное. Я придерживаюсь точки зрения, что действительно у этой компании очень большое будущее, это фактически новый шаг в развитии финтеха, и, собственно говоря, это своего рода Тесла. То есть ее, наверное, будут пампить очень нехило. Конечно, это очень рисковая идея, она может вполне как бы проседать, падать, но здесь проблема заключается в том, что и мышление человека, оно инерционно. То есть, когда появляется что-то новое, большинство людей воспринимают это либо как какую-то авантюру, которая может привести к потере всего, либо как какой-то магический предмет, который всех на Луну отправит по мановению волшебной палочки. Но на самом деле, как правило, все оказывается не так и не эдак.
Потому что, с одной стороны, да, как бы все подобные нововведения, новые циклы развития, они первоначально выглядят как какой-то авантюризм. От этого никуда не деться. Но с другой стороны, они сразу человека, грубо говоря, в энергетический элементаль не преобразуют. Нужно время, чтобы произошли изменения технологического уклада, были внедрены новые технологии, и тогда, соответственно, начинает меняться жизненный уклад. Но если посмотреть даже первый iPhone, который вышел, какой он был страшный, ну, по меркам современного человека. А тогда он действительно выглядел как инновация, уже как бы строили далеко идущие прогнозы, но все пошло, наверное, немножко другим, немножко замысловатым путем, не так, как это все предполагалось и как планировали те же планировщики в компании Apple. Ну и в принципе эти два джентльмена, они вполне годятся на замену Илону Маску, который же все-таки, ну, он уже такой достаточно постарше. Вот, они как раз, возможно, у него заберут первенство по прокачке новой компании, которая практически с точки зрения финансов будет абсолютно все. Так, друзья, ну давайте, наверное, начнем с Kiwi. Месячный таймфрейм. Действительно, здесь как бы практически вниз двигаются акции компании. Можно, конечно, пробовать ловить какие-то отскоки, но в целом тренд идет на снижение, и поэтому я полагаю, что с учетом фундаментальных причин, что компания оказалась зажата между молотом и наковальней, наверное, здесь играть в отскок достаточно рискованно. Но хорошими новостями может послужить то, что кто-то ее выкупает, какая-то крупная финансовая структура, и, соответственно, в этой ситуации вполне мы можем увидеть движение, у которого цель будет 820, а может быть даже и повыше. Но сейчас это пикирующий бомбардировщик. Так, друзья, далее биткоин. Была попытка разворота, это дневной таймфрейм, но все эти попытки разворота, они были откуплены. Соответственно, сейчас идет вопрос удержания уровня 46 500, 47 400, вот этого диапазона. Если этот диапазон будет удержан, то на этой неделе весьма вероятно будет попытка сходить на 52 тысячи. Но 50 уже взяли. После 50 была попытка все это дело развернуть и существенно откатить, но судя по тому, как это сделали без энтузиазма, я полагаю, что будет продолжен следующий виток движения, у которого цель 52 тысячи. Так, друзья, далее нефть. По Соединенным Штатам вышли хорошие запасы, их сильно порезали. Соответственно, все благоволит нефти. Единственное, только, мне кажется, 72 сразу и закрепление на 72 это достаточно много. Поэтому я думаю, здесь все-таки вот консолидация в диапазоне 70,5, 71,8 должна произойти. Здесь она должна поторговаться. Если все-таки пробой 72 возникает, то это может привести к еще более резкому движению наверх. Это будет связано с тем, что здесь просто будут резать стопы. Так, друзья, далее S&P 500, SFD на фьючерс, но здесь, видите, идет сейчас как раз онлайн пробой предыдущего максимума 4496. Ну, здесь эпоха новых рекордов, я полагаю, это продлится, ну, если ничего экстраординарного не случится в результате заявлений на этой неделе в Джексон-Холле, то, по идее, мы с вами график смотрели, 18 сентября должна наступить дата, когда пойдет коррекционный откат, который может быть очень сильным. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Золото, конечно, сегодня восхитительно. С одной стороны, оно стопы собрало, но с другой стороны, как бы ниже 1782 его не пустили. А это говорит о том, что здесь была высадка десанта. Высадка десанта сейчас закуп, и весьма вероятно, что либо сегодня, либо завтра с утра вот это движение, оно приведет сначала на 1795 и потом в район 1806. Золото ходит очень витиевато, волатильность высокая в ожидании Джексон-Холла. И поэтому здесь немножко оно шаблоны нарушает, потому что после пробоя 1792 ему вообще полагалось, конечно, сходить по-хорошему вот куда-то на 1777. Но 1782 это была
промежуточная цель, которая вполне успешно устояла. И поэтому сейчас наиболее вероятно по золоту отскок и движение наверх. Так, друзья, далее давайте рубль-доллар посмотрим. Рубль-доллар, сишечку возьмем, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, здесь все очень четко получилось. Здесь часовой таймфрейм, все это самое. Как только начало подходить время, когда ну уже как бы и налоговые платежи, скорее всего, прошли и разместили ОФЗ, сразу здесь пошел рост доллара против рубля. Ну, здесь вот мы подошли на уровень существенный 74 300 по фьючерсу, по сентябрьскому. Соответственно, сейчас либо отсюда будет откат в течение нескольких часов и возврат на 74 150, 74 200, либо если здесь откат не произойдет, здесь проторговочка возникает выше 74 250, то уже завтра пойдет следующий виток движения. Сначала 74 450 и потом цель движения вот эта линия 74 700. Так, друзья, далее фьючерс Ришка сентябрьская. Ну здесь вот мы дошли, немножко пробили 164 500. Пробой оказался ложный, потому что движение дальнейшего развития не получило. Сейчас здесь разворотная формация. Если не повторится задерг на 164 100, то, соответственно, отсюда нас ждет коррекционный отскок. И цель этого отскока движение в район 165 600. Вот сюда вот. Так, друзья, давайте на секундочку поставлю я дневной таймфрейм индекс доллара DXY. Ну, на дневном таймфрейме индекса доллара идет попытка разворота и коррекционного отскока на 93,5. Ну, разумеется, это не сейчас вот прямо, а на протяжении этой недели. Вот. А по виксу дневной таймфрейм здесь идет снижение волатильности, то есть, ну, получается опять раскаляться. Мы ее не так давно с вами наблюдали, когда волатильность падает и пытается расти индекс доллара. До добра такие раскаляции не доводят. Так, друзья, далее серебро. Давайте часовик возьму я по серебру. Ну, смотрите, здесь картина была аналогична золоту. Высадили десант, собрали стопы, выполнили все задания по движению вниз. И сейчас серебро наиболее вероятно будет пытаться закрепиться на 23.73. И после этого должен пойти цикл движения. Первая цель 23.86 и потом тестирование и пробой 23.95 вот этого значения. Все как бы здесь пар выпустили. Если повторного подобного задерга не будет, отсюда пойдет рост наверх. Так, друзья, вот еще вопрос был по российской акции Роснефть, недельный таймфрейм. Ну и здесь с учетом текущей ситуации в нефти созрели все условия для того, чтобы Роснефть сходила на 578 и потом потестила 590 на пробой. Так, друзья, вот переходя на дневной таймфрейм, пока что по Роснефти идет просадочка, но смотрите, здесь какой есть интересный момент. Вот у нее уровень 530. Если этот уровень не пробивается в результате продолжения движения вниз, то ничего страшного в этих откатах нету. Ее выкупят и погонят сначала на 570, потом повыше. Если здесь все-таки будет пробой, то здесь уже ситуация будет более сложная и весьма вероятно разовьется движение сначала на 507 и потом пониже. Здесь очень похоже на то, что сейчас будут пытаться эту бумагу развернуть и по ней произвести отскок. Но опять же, если пробой вот этого диапазона происходит, то скорее всего никакого отскока не будет и она пойдет плавно проседать. Так, друзья, далее вопрос по Virgin Galactic. Ну смотрите, здесь вот разворотная формация, которая ведет на цель 2580. Но это я российскую площадку смотрю, то есть там, если американскую, то, конечно, размерность будет другая. Так, друзья, ну и вот наша дорогая любимая компания Robinhood, новый мем, новая это самая страсть, так называемая, большинства людей. Ну смотрите, очень рискованная эта компания, она, наверное, даже более рискована сейчас на этом этапе, чем Virgin Galactic. Соответственно, здесь, что примечательно, по сути, ее вот здесь, скорее всего, развернули, это дневочка. И, соответственно, ее отсюда будут весьма вероятно неспешно пытаться
на вот этот перехай свозить. Идея здесь очень простая, это то, что инновационные компании, это новый мир, можно сказать, финансовый. И, соответственно, эту идею будут со всех сторон мусолить, обсуждать и пытаться загнать ее наверх. Вот. Но, конечно, здесь надо помнить о стопах и о том, что она достаточно рискованна, никаких плечей с такими историями не может быть и речи ни про какие плечи вообще. Так, друзья, ну вот еще компания GameStop, ее в последнее время опять начали пампить, но здесь вот с моей точки зрения она может провалиться в самое ближайшее время, потому что здесь есть признаки того, что, ну как бы, это отскок дохлой кошки, который завершился. Я, конечно, не знаю, тут очень серьезная эмоциональная составляющая, когда люди начинают панически скупать, поэтому могут ее довести и на 344, но я бы в эту историю сейчас не лез бы, потому что есть признаки того, что энергии, возможно, на такое движение не хватит. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные новости, основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов, хорошего вечера.